Всем доброй ночи, друзья мои. Итак, я хочу вам подарить ритуал с амулетом на привлекательность. Но прежде я отвечу на вопрос, который мне написал человек, причем под несколькими роликами, видимо, очень интересно. Почему я шмыгаю носом? Мои старые подписчики знают, что у меня временами обостряется нервный тик. Когда ты работаешь день и ночь и пропускаешь через себя тысячи судеб, то это отражается на твоем здоровье. Вот поэтому иногда случается нервный тик. Нервный тик не зависит от человека. Это когда у человека дергается рука, лицо, глаза. Либо бывает, что нос шмыгает, издает определенный звук. Если бы это возможно было контролировать, это можно контролировать, но он от тебя не зависит. Для того, чтобы оно прошло, поскольку это хроническое, это не лечится, это успокаивается, потом обостряется. Чтобы это прошло, нужно отдыхать много, не нервничать и так далее. Но при моей работе это невозможное дело, поэтому, надеюсь, я ответила на ваш некорректный вопрос. Почему некорректный? Поскольку прежде чем такое спрашивать, можно просто... Сейчас у нас интернет, да, всему ответ. Набрать и посмотреть, почему это происходит. Это называется нервный тик. Ну, оно сродни с неврозом, но невроз, он немножко другого плана болезнь. Это только нервный тик. Когда мышцы тела человека сокращаются без его ведома и контроля. А если мышцы носа сокращаются, то нос издает определенный звук. Все, пройдем дальше. Итак, я дарила много ритуалов на сексуальную привлекательность. Есть 1001 ночь. Есть молодость Лилит. Страсть Лилит. Есть у нас очарование, кажется, я так назвала, если не забыла, Клеопатры. И много иное. Очень хвалят ритуал, чтобы сосватали. Он очень легкий, быстрый и так далее. Сегодня хочу подарить вам еще один ритуал, но с амулетом или талисманом, как вы хотите. Ну, больше амулет, талисман, он более такой долговечный. Итак, я этот талисман назвала секс-сила. Если уж так, секс-сила. И так и есть. Твоя сила. Твоя сексуальность, твоя женская суть, женская сила, сексуальная сила. Нужно будет наносить на дерево, на какую-нибудь маленькую дощечку, но перед этим кругло вырезать эту доску. Круг означает, во-первых, круг Земли, постоянный круговорот энергии в природе, концентрация твоей силы в одном месте и так далее. А лучше вот такой вот кружочек. Я думаю, не составит труда даже найти, просто отпилить так кусочек, да, древесины и нанести вот эти символы. Далее. Эти стрелки во все стороны. Это послание, отправленное свою энергию, силу во все стороны. И круг ты, как, знаете, выражение, может, не очень звучит, пуп земли, да, главное, посредине, в кругу. В этом кругу написать свое имя. Теперь о символах. Древнеславянские руны
руна богини Берегини, сила, треба и руна дождь Бога. Согласно славянской мифологии, Берегиня, которая богиня-покровительница семьи, женской сути, женской привлекательности, влюбилась в дождь Бога. Дождь Бог – это не бог дождя. Пишется дождь Бог, даст Бог, дающий Бог, дарующий Бог. Бог солнечного света, справедливости, Бог, дарующий благополучие. Один из главных богов славянского пантеона. Так вот, желая покорить его сердце, Берегиня направила на него свою силу и наложила треба. Что такое треба? Треба – это как ритуал, это подчинение, это манипуляции, треба. То есть своей силой, определенной манипуляцией она покорила сердце дождь Бога. То есть женщина подчинила мужчину. Теперь Берегиня, руна Берегини должно быть, то есть нанесено вот таким образом. Далее сила ее, Берегиня, своей силой наложила требу, подчинила дождь Бога. Но руна дождь Бога должно быть чуть-чуть ниже. Видите, чуть внизу. То есть покоренность силе и требе женщины. Я имею силу и требую твоего покорения, подчинения. Понимаете, о чем речь? Наносите эти руны, древнеславянские символы руны. Изображайте круг, стрелы во все 4 стороны света, вашу энергию, силу, покорение вокруг. Посредине пишите свое имя. Носите это или в красном, или в черном мешочке с собой. Если вы хотите пробудить страсть одного мужчины, да даже вашего мужа, читая, называйте его имя. Если вы хотите, чтобы мужчины вокруг вас были вами очарованы, если это у вас, скажем, мужской коллектив или ваш начальник мужчина и прочее, здесь уже сработает ваша сексуальная энергия, притягательность. То есть вам откроются все двери. Вот начальник мужчина, вам нужно что-то попросить, чтобы пошли вам навстречу. Начитывайте 4 раза, держа в руке этот талисман. Стоите, поворачивайтесь на все 4 стороны света и на каждой стороне читайте по одному разу. Начитали, положили обратно в мешочек и пошли просить то, что вам хочется. Ночью захотели вы покорить своего мужчину, начитали на все 4 стороны света, положили в мешочек, спрятали и пошли к нему. Хотите, чтобы постоянно у мужчины было желание к вам, влечение, страсть? Раз в день начитайте. Берете в руки, без свечей, без ничего, вот так, в ладонь. Становитесь, читаете, поворачиваетесь на эту сторону 1 раз, читайте, на все 4 стороны и прячете. Во-первых, сами по себе славянские руны, они сильны. Во-вторых, символы, составленные вами, правильные. То есть мной составлены, но, естественно, вы это срисуете. В-третьих, обозначение вашего главенства, главное я, важнее, срабатывает. И стрелы, отправленные заклинания, слова, энергия во все 4 стороны света. Чем вы платите за это? Своей сексуальной энергией. Вы источаете эту энергию, мужчины эту энергию поглощают, естественно, они отдают свою определенную силу. И это берут те силы, которые вам помогают в этом деле. Далее,
чем еще может помочь этот талисман женщина? Найти партнера. Если постоянно раз в день провести, называя всех мужчин, мужской род, то есть покорение мужского рода, то вокруг вас все время будут поклонники. Дары, поклоны, да, приятные слова, внимание и прочее, прочее. Вы окружающим кажетесь очень миловидной, очень красивой, привлекательной женщиной. Вы наводите на них некий такой, знаете, некое такое очарование. Итак, одиноким женщинам точно так же раз в день поворачиваясь на каждую сторону света, читать 4 раза, хранить с собой, носить в сумке или дома, если вы дома больше находитесь. И это поможет вам найти партнера, выбрать мужчину среди многих мужчин, которые начнут вами интересоваться. Да вы даже на улицу выйдете, вы почувствуете абсолютно другое отношение к себе, другие взгляды, любезности, приятные слова, комплименты и так далее. Это все подпитывает, почему женщине нужны эти комплименты, приятности, дары, подарки. Это подпитывает ее женскую энергию. Она еще более сильной становится, понимаете? Она излучает вот эту вот молодость и красоту. Это ее питает. Это первый вариант. Второй. Если вы хотите, чтобы мужчина, который находится рядом с вами, вас любил, был очарован вами, и все время у него было такое желание к вам, да, любовь к вам. То есть, чтобы ваши чувства все время были на высоте. Это не, хочу, чтобы вы поняли, это не, я уже забыла, это не морок, это не приворот. Это с помощью богини Берегини усиление вашей женской сути, вашей женской силы. Естественно, мужчина будет все время к вам любезен, все время к вам хорошо расположен и так далее. Если вы просто хотите, чтобы были внимание, любовь, да, какой-то очарованность вами на работе или в коллективе, или еще где-либо, просто для себя проводите, и мужского внимания у вас будет хватать. А там вы сами решите, хочется вам какого-либо кавалера для себя выбрать, или вы просто хотите быть приятной женщиной, которой все любуются. Именно потому, как это пробуждает вашу сексуальность, я и назвала этот талисман или амулет, как хотите. Разница небольшая. Вот так и назвала. Секс – сила. Сила вашей сексуальности. Итак, я буду читать и называть, то есть всех мужчин, говорить мужчины, да, мужской род. Вы, если хотите, если у вас есть определенный человек, который должен все время быть вами очарован, называйте его имя и так далее. Все объяснила, все сказала. Начнем. Вот так вот. Подержу, чтобы было видно. Вы видите, что надо, да, здесь рисовать, что нужно тут писать. И я думаю, что вот так вот лучше. Вот. Итак, начнем. Берегиня матушка силой своей требу наложила, до сердца дождь Бога покорила. И я сердце мужчин покоряю, себе подчиняю. Берегиня матушка, делись со мной силой. Наложу требу на мужской род. И себе подчиню силой женской сути, чтобы меня желали, по мне тосковали. Лев за молодой львицей бежит, а мужчины в тоске за мной бегут. Кто меня раз увидит, налюбуются, ни спать, ни есть не смогут. Душа их пусть стонет.
Меня пусть любят, обо мне думают, как люд на солнце любуется, так мужчины мной любуются. Не ко мне, а к ноге моей идут, и волю мою исполняют. Лада силой требу на дождь Бога наложила, а мне весь род мужской покорить. Да будет так, заклинаю. Именно налюбуются, не залюбуются. Налюбуются, налюбоваться. Это значит очаровываться. Это значит покоряться. Это значит желать еще раз видеть. Это пробуждение страсти. В древности именно это слово использовали. Поэтому даже если где-то вам кажется что-то странным, вы просто сделайте, как я говорю. Мне есть на это объяснение. Еще раз читаем. Берегиня-матушка силой своей требу наложила, до сердца дождь Бога покорила. И я сердце мужчин покоряю, себе подчиняю. Берегиня-матушка, делись со мной силой, наложу требу на мужской род и себе подчиню силой женской сути, чтобы меня желали, по мне тосковали. Лев за молодой львицей бежит, а мужчины в тоске за мной бегут. Кто меня раз увидит, налюбуются. Ни спать, ни есть не смогут. Сердца иссохнет, душа их пусть стонет, меня пусть любит. Обо мне думают. Как люд на солнце любуется, так мужчины мной любуются. Не ко мне, а к ноге моей идут. И волю мою исполняют. Лада силой требу на дождь Бога наложила, а мне весь мужской род покорить. Да будет так, заклинаю. Я больше читать не буду, поскольку я думаю, что этого достаточно, чтобы вы поняли, как, каким образом это все делать. Я вам показываю. Можете остановить этот кадр для себя, перерисовать, переписать. А насколько это получится, вы сами увидите. И вы сами будете удивлены результатом. Только сделайте все правильно. Может быть, я даже выставлю потом в сообществе, чтобы вы могли просто эту фотографию отскринить себе и, собственно говоря, срисовать оттуда этот символ. Всем удачи и всех благ.